Угунь и тяфунь, дорогие совета мои. Я твою сову мне взад. Опять полмесяца рисовала 2 спрайта и все ради 2-3 видосов. Пока рисуешь одни, уже другие надо рисовать. Ай, фух, полетели. Ну а сегодня мы поговорим об одном невероятно важном эфирском празднике, о котором я практически всегда все умалчивала. Кому-то еще нужно напомнить, что эфирка чокнутая на свои творческие даты. Это 23 апреля. Но я же говорила, что 23 число у меня словно волшебное, всегда связано с какими-то важными творческими событиями. 23 апреля. День рисунка. Один из важнейших праздников у меня среди эфирского творчества, а также одна из самых моих первых эфирских традиций. Скажите, удивительно ведь, что день первого арта был 23 декабря, в то же число. 2 отправные творческие точки в одно число. А ведь это просто случайность. Чувствую, моя биография в конечном счете будет окутана легендами. Сегодня я как раз хочу приоткрыть занавес и поподробнее рассказать об этом наиважнейшем празднике, а также почему я о нем не говорила на эфире так долго. А история этой важнейшей даты довольно глубокая, ведь именно эта дата положила начало моему осознанному творческому пути. 2019 год, 9 апреля прошел мой день рождения. В тот день мне подарили маленький блокнот. Важная информация. Я раньше, да и сейчас частично, имела привычку коллекционировать красивые альбомчики, тетрадки, блокнотики, ну и тому подобное. Но в тот раз я почему-то взяла подаренный блокнот и решила по порыву вдохновения использовать по его назначению. И вот, на второй странице уже красуется рисунок в моей собачьей стилистике. Этот рисунок породил на самом деле многое. К примеру, мою зависимость каждый день что-либо рисовать. Да, вы только представьте, с 23 числа 2019 года я каждый день хоть какую-то самую мелкую колячку, но нарисую. Ни одного дня не было, когда я хоть что-нибудь не нарисовала. Удивительно, что эту дату я до сих пор помню, ведь на том листе с рисунком нет ни одной подписи о его дате создания. Наверное, я тогда сразу осознавала всю важность этого числа. Кто это на рисунке, знаю лишь я. Да и в свете событий, что произошли в моей жизни, вряд ли признаюсь, что это за герой. Однако одно можно сказать. Этот стилизованный образ персонажа, имя которого на эфире не упоминается, как имя Бруно. Не упоминай Бруно, но. Словно прошел через эфирское творчество, переродился в новое значение и обличие, и уже собственной историей стал моим собственным. Но это уже было потом. А тогда, спустя год, как с 2019-го я стала осознанно рисовать, я решила перерисовать рисунок. В 2020-м мне тоже подарили на день рождения один блокнот. Можно сказать, я повторила не только рисунок, но еще и нарисовала его в таких же условиях. Вот и родилась одна из первых и сильнейших эфирских традиций. 23 апреля перерисовать на клетчатой бумаге тот самый рисунок 2019 года на первой странице блокнота или тетради, который подарили на день рождения. Показать перерисовки последующих годов я, к сожалению, не могу, так как персонаж, который нарисован по изначальной идее, рисовался уже в его родной стилистике, где, естественно, его узнать нечего делать. Единственное, что скажу, так это то, что в 2020-м перерисовки не было, так как просто не сложилось.
Видимо, я в каждую важную дату хоть раз, но забуду нарисовать нужный рисунок или арт. Также, раз изображенный персонаж приобрел через эфирскую призму другую роль, тесно засевшую в эфирском творчестве, то отныне этот образ можно будет изображать как персонажа из творчества эфира. Ну и в этом году я нарисую данный образ. К сожалению, в той иной, другой стилистике, не принадлежащей эфиру. И очень надеюсь, что в последний раз. Ну, а я была рада поделиться с вами еще одной моей эфирской традицией. И до связи, совята!